Сегодня в Одессе могла быть такая тихая и спокойная ночь, но война вносит свои коррективы. Всех приветствую из Одессы, и сегодня в Одессе была по-настоящему страшная и сложная ночь. Сейчас иду по улице, и просто все обсуждают события, которые происходили ночью. Во всех очередях, на тротуарах, на лавках просто люди сидят и говорят о том, как переживали сегодняшнюю ночь в городе. Вчера мы достаточно поздно легли спать, где-то в час ночи раздался сигнал воздушной тревоги. Мы, конечно, посмотрели, что происходит, что летит на город, но увидели, что шахеды заходят с моря и летят на юг области. В Одессе в последнее время относительно спокойно, шахеда у нас очень давно не было, поэтому со спокойной душой я легла спать, понимая, что в городе будет тихо. Не успела я уснуть, как за окном я услышала звук мопеда, такого маленького, обычного, который едет по улице. Сначала я очень спокойно отреагировала, но потом я подумала: Виктория, стоп, какие мопеды в час половину второго ночи. Я взяла телефон, посмотрела, что происходит в городе, и да, на город была атака шахедов. Последние атаки шахедов были в городе очень и очень давно. Это массированные обстрелы у нас были практически ежедневные всю весну. Но летом как-то было относительно спокойно. Но сегодняшняя ночь напомнила всем, что в нашем городе война, и она продолжается. Потому что то, что происходило ночью, это действительно было страшно, и очень давно в городе такого не было. Ночью на Одессу была серьезная атака дронов, их было больше 10 штук. Понятное дело, давно такого не было. Это было жутко страшно, неприятно. Мы уже от такого отвыкли, потому что шахеды к нам часто прилетали в основном весной, летом было потише, были только ракеты. Но когда прилетают дроны в город, это тоже очень опасно и очень страшно. Они пролетают над домами. Я не знаю, сколько над домом пролетело ночью шахедов, но они были. Потом работает ПВО, которое работает тоже громко. Выстрелы, взрывы, дроны. Это все действительно страшно, громко. Пугаются не только люди, пугаются животные. Вот люди с утра находят обломки этих дронов, шахедов. Это наша реальность. Так мы и живем. И самое страшное думать о том, что эти обстрелы могут возобновиться и тоже быть постоянными. Пугаются люди, пугаются дети, пугаются животные. Всем это ужасно неприятно и страшно это переживать, и тем более такое долгое время. Но остается только надеяться, что все будет хорошо. По предварительным данным, в результате падения обломков повреждены 4 гаража, остекление в 20 частных домах, 4 легковых автомобиля и 2 пристройки к домам. А также, к сожалению, пострадал 1 человек, у него ранение от стекол. В общем, не такая уже веселая и радостная жизнь в Одессе. Все-таки у нас тоже бывают обстрелы и достаточно серьезные, поэтому нельзя говорить о том, что Одесса только танцует и отдыхает, и все здесь наслаждаются жизнью. Как показывает практика, и сегодняшняя ночь бывает абсолютно по-разному. Если говорить о чем-то положительном, то в Одессе еще немного продолжается курортный сезон. На улице можно встретить туристов, на море еще отдыхают люди, и погода сегодня нас еще радует солнцем. Но синоптики сообщают, что с завтрашнего дня в Одессе немного похолодает, обещают шквалы, дожди, сильный ветер и даже штормовое предупреждение. Поэтому, если вы хотите отдохнуть на пляжах, то сегодня у вас последний день, когда это можно сделать, потому что на выходных обещают дожди.
Мы надеемся, что у всех наших зрителей сегодня все хорошо, все целы, невредимы. И давайте, несмотря на такие жизненные трудности, на такие жизненные обстоятельства, находить во всем позитив. И радоваться хотя бы мелочам, наслаждаться красотой наших городов и просто жизнью. Школьники. А вот еще один очень быстрый одесский трамвай. Школьники на самокатах. Это сейчас опасность в городе. Они так разгоняются, что не всегда за ними успеваешь. Не успела оглянуться, на тебя уже наехали. Достаточно частое явление в городе. Уже немного чувствуется осень по цвету листьев. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Желаем всем хорошего дня, хорошего настроения, несмотря ни на что, потому что нужно жить дальше. Желаем тихого, спокойного дня и особенно для тех, кто в Украине. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующем видео.